Всем привет! Добро пожаловать на канал Под Грибным Дождем. С вами Базинга, и в этом видео я покажу и расскажу о билде на физического лучника в игре No Rest for the Wicked. Начнем с колец. Именно они играют ключевую роль в этом билде, а последнее кольцо и вовсе полностью меняет стиль игры. Первое — рунное кольцо. Оно увеличивает урон рунных атак на 20%, но уменьшает урон от обычных атак на 10%. Поскольку основной источник нашего урона именно рун, это кольцо идеально подходит. Второе — кольцо нарушенных обещаний. На мой взгляд, это одно из лучших колец для увеличения урона. Оно повышает весь наносимый нами урон на 20%. Но есть и обратная сторона. Входящий урон также увеличивается на 20%. Минус довольно неприятный, но прирост урона того стоит. И последнее — кольцо боевого ключа. Это, пожалуй, главное кольцо нашего билда. Именно благодаря ему использование рун начинает расходовать не концентрацию, а здоровье. Кроме того, оно снижает получаемое лечение на 20%. В общем, придется позаботиться о восстановлении здоровья отдельно. Именно вокруг механики этого кольца и строится весь билд. С кольцами закончили, переходим к луку. Здесь у нас полная свобода выбора. Можно использовать любой лук, который нравится внешне или по анимациям. Основной урон мы все равно будем наносить рунными атаками. Лично я использую коготь Балактау, потому что он отлично подходит под стиль персонажа. Теперь поговорим о рунах. Первая руна — Небесный выстрел. Персонаж подпрыгивает в воздух и выпускает стрелу вниз, создавая ударную волну, которая наносит урон по области. У этой руны хороший радиус, достойный урон, и особенно важно, что во время прыжка персонаж становится неуязвимым к урону. Вторая руна — Небесный взрывной поток. По анимации она очень похожа на предыдущую, но вместо удара по области выпускает 5 стрел в одну цель. Это отличный вариант против одиночных противников или боссов. Здесь тоже присутствует момент неуязвимости во время выполнения способности. Единственный недостаток: если враг находится слишком близко, стрелы просто пролетят над ним и не нанесут урон. Третья руна — Тяжелый выстрел. Она наносит хороший урон, сбивает противника с ног. А если враг прикрывается щитом, заставляет его опустить защиту на довольно продолжительное время. Очень полезная руна против бронированных противников. И, наконец, моя любимая руна — Мультивыстрел. Во время использования персонаж выпускает непрерывный шквалстрел. Можно сделать от 3 до 10 выстрелов. В сумме эта руна наносит высокий урон и при этом позволяет медленно передвигаться во время атаки. Это делает ее невероятно удобной в бою. С рунами закончили. Теперь перейдем к луку, его компоненту и чарам. Компонент я советую использовать острый. Да, он уменьшает общий урон на 10%, но взамен увеличивает критический урон сразу на 30%. Потеря в обычном уроне получается совсем небольшой, а вот прирост критического урона более чем ощутимый. Теперь перейдем к самому интересному — чарам. Основные чары, которые значительно улучшат наш урон, это увеличение урона от рунных атак и увеличение критического урона. Думаю, первое не требует особых объяснений. А вот благодаря критическому урону, самому луку и компоненту острый, мы уже получаем 190% критического урона. И это еще без учета освещений и самоцвета. Именно поэтому нам не придется искать критический урон на броне. Его у нас и так более чем достаточно. Третьи чары, на мой взгляд, самые важные. Они восстанавливают 15% здоровья после убийства врага рунной атакой. Поскольку использование рун расходует наше здоровье, а не концентрацию, именно эти чары позволяют комфортно чувствовать себя в обычных сражениях. Четвертые чары уже скорее вспомогательные. После нанесения урона рунной атакой, они увеличивают скорость передвижения на 15% на 10 секунд. Небольшой, но очень приятный бонус, который помогает быстрее перемещаться между противниками. Теперь поговорим о проклятии. Здесь все очень просто. Мы выбираем проклятие, которое наносит нам 20% урона при использовании концентраций. Поскольку концентрацию мы вообще не используем, это проклятие для нас становится полностью бесплатным. Теперь осветим лук. В первую очередь стараемся получить усиление именно для урона рунных атак и критического урона. Именно эти два параметра принесут нам максимальную пользу. Осталось установить самоцвет. Здесь мы будем использовать мутное украшение. Она увеличивает силу всех чар на 40%, пока концентрация полностью заполнена. И вот здесь наш билд снова получает преимущество. Поскольку концентрацию мы не расходуем, она практически всегда остается полной. А значит, бонус от самоцвета работает постоянно. Именно поэтому этот самоцвет походит нам идеально. С оружием полностью закончили. Теперь перейдем к броне. Здесь все немного проще. Практически на каждой части брони мы будем искать 3 основные чары: бронепробиваемость, шанс критического удара и физический урон. Именно они дадут нам максимальный прирост к урону. А четвертые чары же будем подбирать отдельно под каждую часть брони.
Начнем с головного убора. Четвертыми чарами нам понадобится уменьшить расход концентрации на 10%. И здесь возникает интересный момент. Несмотря на то, что концентрацию мы вообще не используем, благодаря кольцу боевого ключа, эта характеристика все равно уменьшает расход здоровья при использовании рун. Получается, что чары работают даже лучше, чем кажется на первый взгляд. В качестве компонента мы ищем стойкость. Он полностью убирает прочность предмета, поэтому шлем больше никогда не придется чинить. Благодаря этому мы можем взять проклятие, которое запрещает ремонт брони. Минусов для нас здесь просто нет. Теперь переходим к нагрудному доспеху. Здесь мы ищем компонент прочный. Он увеличит максимальную прочность предмета до 200 единиц. Четвертыми чарами берем увеличение сопротивления к урону в зависимости от текущей прочности. В сочетании с компонентом это даст примерно 10% дополнительного сопротивления, что уже довольно приятно. Проклятие снова выбираем максимально выгодное. Оно снижает наше сопротивление только в том случае, если концентрация не заполнена полностью. Но как мы уже выяснили раньше, концентрацию мы не расходуем, поэтому это проклятие снова становится для нас практически бесплатно. Единственное, перед боем не забывайте полностью восстановить концентрацию. Дальше идут штаны. Здесь снова используем компонент прочный. Четвертые чары выбираем на увеличение восстановления выносливости в зависимости от текущей прочности. В итоге получаем 40% к восстановлению выносливости. Думаю, объяснять, зачем это нужно, не придется. Все мы любим побегать во время боя. Проклятие оставляем таким же, как и на нагруднике. Оно снова не оказывает на нас никакого влияния благодаря полной концентрации. И наконец, переходим к перчаткам. На мой взгляд, это самая важная часть брони. Компонент и проклятие здесь используем такие же, как и на шлеме. Они полностью перекрывают недостатки друг друга. А вот четвертые чары предлагаю сделать в двух вариантах. Да, именно в два разных комплекта перчаток. Первый вариант отлично подойдет для обычного прохождения. Здесь используем чары, которые восстанавливают 10% здоровья после убийства врага. Благодаря этому мы полностью компенсируем здоровье, потраченное на использование рун. Второй вариант предназначен уже для боссов. Здесь нам понадобятся чары, дающие 20% вампиризма при нанесении урона кровоточащему противнику. И тут у многих наверняка возникнет вопрос: откуда взять кровотечение? Все очень просто. Перед боем используем расходник, клинковая смазка. Она накладывает инфузию кровотечения и дополнительно увеличивает наш физический урон еще на 20%. Таким образом, мы одновременно получаем и дополнительный урон, и стабильное восстановление здоровья во время боя с боссом. На этом с броней практически закончили. Осталось совсем немного. Теперь займемся освещением брони. В первую очередь я рекомендую стараться усилить шанс критического удара. Шанса критического удара много не бывает. Лично я стараюсь держать его на уровне 80 и выше процентов. А также хорошим вариантом остается усилить физический урон. И напоследок осталось установить самосветы. Здесь все максимально просто. Во все части брони мы снова вставляем наши любимые модные украшения. Что они делают, я уже рассказывал ранее. Вот, теперь билд полностью готов. На экране вы можете увидеть финальную сборку персонажа со всем используемым снаряжением. Далее вы увидите, как этот билд показывает себя в бою с боссом. На этом у меня все. Надеюсь, что билд оказался для вас полезным и, возможно, помог узнать что-то новое. А если у вас появились вопросы, или вы используете этот билд немного по-другому, обязательно напишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать и обсудить. Спасибо за просмотр, хорошей вам погоды и до встречи под грибным дождем.